Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Наши Растения. И сегодня продолжение видео о формировании крон у трех разных фикусов, часть 3. После второго этапа прошло уже 7 месяцев, фикусы подросли, какие-то из них нужно будет пересадить, а обрезка потребуется каждому из них. Итак, первый фикус я формирую одиночный ствол с четко выраженными боковыми веточками. Первое, что я хочу сделать, это пересадить его, горшочек побольше, плюс здесь немножечко завалился ствол, поэтому нужно будет чуть-чуть его развернуть так, чтобы нижняя часть стала ровной. И заодно посмотрим, как корни наросли. В прошлый раз была сделана перевалка, это вот даже видно, вот свежий грунт. Он не весь еще освоен, с одной стороны вот есть корешочки, с другой еще не полностью, но тем не менее сейчас начнется рост, скоро весна, поэтому я сейчас его пересажу в горшочек побольше. Дренаж я использовать не буду, так как у меня очень большие отверстия, и их много. И тоже обычная перевалка. Помещаем в красивое кашпо и дальше уже обрезка. Этот фикус изначально был наклонен немного в сторону, плюс я его пересадила, чтобы выровнять нижнюю часть ствола относительно грунта, и наклон получился еще сильнее. Что мне с этим делать? Мне нужно прищипнуть или обрезать верхушку, чтобы притормозить его рост, и направить рост ветвей так, чтобы они начали перевешивать фикус в обратную сторону. То есть мне нужно поменять ему центр тяжести, иначе он так и будет дальше заваливаться. При желании можно привязать его к палочке, к столбику и дать возможность ему вот так ровно дальше продолжать расти. Но к палочке у меня будет привязан следующий фикус, а этот все-таки я попробую формировать без опоры. Начну я с макушки. Если присмотреться, то видно, что уже пробудились почки практически у каждого листика. То есть обрезку можно делать в любом месте. Главное выбрать нужное направление. Хочется, конечно, обрезать пониже, но если сделать срез где-то внизу, то уже получится большой залом. Поэтому я прищипну самую верхушечку вот в этом месте. Дальше пойдет рост верхушечки вот этой почки. Тут листик уже начал пробиваться. Вот эта веточка тоже уже стала достаточно большая и сильная. Ее необходимо тоже прищипнуть, чтобы сдержать рост. Вот эту нижнюю веточку пока трогать не хочу. Если у нее начнется бурный рост, и она прям сильно вытянется, тогда тоже можно будет ее немножко, 2-3 листика прищипнуть. Вот эти боковые веточки, они еще маленькие, их я не прищипываю, не трогаю. И от них как раз таки буду ждать более обильного роста в эту сторону, чтобы фикус с этой стороны стал более объемным и тяжелым, и в итоге его немножечко вот так развернула. Посмотрим, получится у меня это или нет. При желании вот эти обрезки тоже можно укоренить. Даже такая маленькая веточка, которая содержит 2-3 листа, может дать корни. Следующий фикус. Давайте посмотрим, что у него с корнями. Его я тоже пересажу в более объемный горшочек. Тот же самый грунт, тоже горшочек без дренажа, потому что достаточно отверстий, и перевалка.
В этом фикусе мне пришлось использовать палочки, хотя я говорила, что могут и не понадобиться. Понадобились, потому что он начал расти и прям очень сильно разваливаться в разные стороны. Если бы я этого не сделала, он бы сейчас просто со всех сторон свисал. Поэтому смотрите по своим растениям сами. Если разваливаются стороны, то, конечно, опора нужна. Особенно в том случае, если нужно добиться большей высоты растения. Но здесь мне хочется, чтобы более активно развивались боковые веточки. Это происходит не везде. То есть с этой стороны вот вроде бы их много, а здесь пусто, здесь одна, здесь опять ничего. Поэтому прищипнуть верхушки надо будет, чтобы простимулировать рост боковых веточек. Но прищипнуть нужно будет здесь все по кругу, и верхушки, и боковые веточки, которые сильно вытянулись. Давайте начнем с нижних веточек. Вот боковая веточка, как ее правильно обрезать. Вот если я сейчас ее обрежу вот здесь, то начнет развиваться вот эта часть, и она направлена вниз. Мне нужно, чтобы все-таки после обрезки веточки начали больше тянуться вверх и в сторону, но не вниз. Поэтому я обрежу веточку вот здесь, чтобы ее продолжение было вот как раз в эту сторону. Смотрю здесь. Если вот здесь прищипнуть, веточка уйдет вниз. Если вот здесь, то пойдет в сторону и наверх. Прищипываю вот в этом месте. С боковыми веточками закончили. Теперь верхушка. Вот эти самые активные. Буквально один листик. И вот эту. Здесь уже не имеет значения, в какую сторону направлять. Они растут вверх. Ну вот и вполне достаточно на этом этапе. Никакой сильной обрезки не требуется. Достаточно чуть-чуть по 2-3 листика срезать. Вот, и растение уже смотрится гораздо опрятнее, аккуратнее. Дальше, если какая-то веточка начнет сильно выбиваться в сторону, то таким же образом нужно будет ее подрезать. Ну и последний фикус. Это фикус Кинки. Здесь я хочу сформировать крону шариком. Пересаживать я его сегодня не буду, буду делать только обрезку. Напомню, что я делала сращивание стволов, то есть вот здесь у меня проволока. Самое главное, не забыть ее вовремя расслабить. Первый раз я про нее немножко забыла, и проволока продавила кору дерева. Поэтому обязательно за этим нужно следить. После этого я ее расслабила, но пока она еще держит стволики, потому что они не до конца, не все срослись. С одной стороны вроде бы уже все хорошо, а с другой у меня один все никак не хотел прирасти. Поэтому пока оставляю. И здесь нужно обрезать веточки, которые больше всего выбились. То есть визуально нарисовать для себя шарик и то, что выходит за его пределы, просто срезать. Например, вот эта веточка, она так красиво здесь начала вся ветвиться, но на фоне всего кустика она прям доминирует и бросается в глаза. Поэтому немножечко ее вот здесь нужно прищипнуть.
Обрезая кончики веточек, мы не только поддерживаем форму определенную, но и делаем фикус более пушистым, потому что пробуждаются боковые веточки, те, что находятся в глубине кроны, и тем самым листва становится более густая. Вот эта веточка хоть и красивая, я ее чуть-чуть прищипнула, но вот все равно она слишком большая здесь, поэтому я ее прям посильнее еще раз вот так отрежу. Все. Если делаете обрезку без перчаток, голыми руками обязательно помойте их потом с мылом. Иначе через пару часов руки начнут чесаться, и вы не сразу поймете, от чего. Ну вот на сегодня, пожалуй, с этого фикуса достаточно. На этом третий этап завершен. Давайте покручу вам издалека, еще раз покажу, что получилось. Далее просто наблюдаем, смотрим, как фикусы растут, обрастают новыми листиками. Промежутки можно их также подстригать. Ничего не обязательно это делать раз в 3 месяца или раз в полгода. Видите, что веточка куда-то не туда начала расти? Обрежьте. Так, последний. Этот фикус важно правильно разместить у окна. Свет должен падать с той стороны, с которой нам нужно, чтобы развивались веточки, то есть вот отсюда. Также хочу напомнить, что эти фикусы выращены из обычных веточек, которые остались после обрезки больших деревьев. Сейчас они уже значительно выросли и преобразились, а если вам интересно, с чего все начиналось, то обязательно посмотрите первую и вторую часть, ссылочки я оставлю в описании. Желаю всем удачи с формированием кроны у фикусов, а у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами и до новых встреч!